Сегодня мы продолжаем с вами вязать вот такую кошечку Милу. И в этой части мастер-класса мы с вами сделаем утяжку мордашки. Оформим красивое личико нашей кошечки Милы. И также свяжем ушки. Ну что, давайте начнем. Приступим к этому интересному делу. Итак, мы с вами, смотрите, набили саму голову нашей кошечки, посмотрели, везде равномерно. Итак, смотрите, я уже начесала своего котика. Вот такая пушистость у меня появилась. Так, теперь смотрите, нам с вами понадобятся булавочки и иголочки. Я пока ниточки вот так подвину. И так как мы будем делать утяжку, можете сразу приготовить иголку. У меня такая большая, можно поменьше. Просто с большой мне удобнее работать. И возьмите, так как мы будем делать утяжку, возьмите ниточку. Если вы вяжете с меха, то возьмите другую нитку, не делайте утяжкой меха. А возьмите в цвет ниточку, там катоновую или нейлоновую. Главное, чтобы она была прочная. Я буду делать утяжку с точно такой же ниточкой. Вот, я уже ее вдела. И давайте теперь начнем. Сначала мы с вами отметим место, где у нас был носик. Помните, мы с вами делали 3 петли в один столбик. Вот он здесь хорошо виден. Вот видите, вот эта петля по центру. И вот здесь как раз видно, что мы с вами вязали 3 петли в один столбик. Первая, вторая, третья. Да? И вот здесь как раз мы отмечаем это место. Здесь, видно вам? Да? Здесь у нас будет чуть-чуть ниже носик, но от него мы начнем наш отсчет. Дальше берем следующую иголочку и вправо от этой точки по этому же ряду мы отсчитываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Ставим. Давайте еще раз. Первый, второй, третий, четвертый. Ставили. Теперь берем влево, отсчитываем. Первый, второй, третий. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый. Если у вас меховая кошечка, это тоже возможно сделать, но просто посмотрите, отодвигайте мех и вот так прощупывайте. Оно очень хорошо прощупывается. Я делала, я знаю. Но смотрите, какая у нас с вами получается ситуация. Видите, они на разном уровне. Чтобы виднее нам было, потому что мы делали прибавочки здесь, а здесь еще не делали. Что мы делаем? Мы разворачиваем нашего котеныша, и тут, видите, явно видно, что у нас на разном расстоянии. Поэтому вот эту, с этой стороны, с правой стороны, мы просто берем и вот так опускаем вниз. И визуально у нас получается на одинаковом расстоянии наши отметки. И так одинаковая, да, пример. Может быть на чуть-чуть вот так. Ну, уже смотрим на свой глаз алмаз, да? Вот примерно так. Все, возвращаемся. Это у нас отмечено. Дальше берем еще одну булавочку. Здесь вот так можете мех немножко отодвинуть, чтобы вам хорошо было ряды. Это возможно. И теперь смотрите, от этой розовой, от носика мы отсчитываем 7 рядов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И здесь тоже вставляем маркер, иголочку, булавочку. Да, булавочку. Проверяем.
чтобы у нас было симметрично. Симметрично? Симметрично. Замечательно. Берем следующую булавочку. Здесь, смотрите, мы поднимаемся на один ряд и параллельно ставим глазику. Вот так тоже. Можно визуально, а можно посчитать. Давайте посчитаем. Считаем, сколько у нас. Первый, второй, третий, четвертый, пятый ряд. 5 рядов выходит. Видим, все у нас ровненько с вами. И с этой стороны точно так же. Считаем первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вставляем. Проверяем. Ровненько, ровненько. И тут, смотрите, та же самая у нас ситуация. Видите? Как бы уходит чуть-чуть вверх, поэтому просто возьмите и визуально чуть-чуть ниже поставьте. Может быть, не на ряд, а на пол ряда. Понятно, что это все у нас будет с вами утягиваться, но все равно, чтобы это было красиво. Вот так, примерно так получается. Хорошо? Итак, мы с вами расставили наши булавочки. И теперь мы будем делать утяжку. Берем нашу иголку с ниткой. Пока я отставлю мои иголочки, булавочки. Мы сделали с вами здесь закрепление. Так. И теперь просто вводим вниз, задержится за счет наполнителя, ничего не будет. И выводим иголку прям там, где у нас с вами булавочка. Видно? Вот вывели иголочку там, где булавочка. Пусть пока булавочка останется. И мы с вами выводим ниточку, подтянули. Подтянули, хорошо у нас здесь закрепилось. Так, дальше, смотрите, мы с вами вставляем иглу, один столбик, вот в эту сторону отступаем, один столбик, и возвращаемся сюда же, где мы делали закреп примерно. Можно маркер убрать, чтобы он не мешал. Мы будем сейчас подтягивать. Так, и теперь мы подтягиваем. О, смотрите, хорошо подтянули. И сейчас делаем то же самое. Еще раз. Вводим в то же самое место. И еще раз. Можно хорошенько здесь, знаете, как бы убрать ворсинки, особенно если вы вяжете из меха. И опять возвращаем сюда вниз. И вытягиваем. И хорошенечко подтянули. Вот место для глазика готово. Теперь то же самое сделаем с этим глазиком. Вводим там, где у нас маркер. Вот мы ввели, видите, маркер. Маркер убрали. Выводим нить. Отступаем один столбик. Вот сюда, да? И вводим. И хорошенько подтягиваем. Хорошенько. И делаем то же самое еще один раз. Это мы с вами делаем место для глазиков.
И давайте еще раз туда же. И вывели. Вот, смотрите, вот здесь у нас будут с вами глаза. Можно здесь вот так мех убрать. Ну, проверьте, чтобы одинаковая глубина у глазиков была. И примерно одинаковое расстояние. Можно развернуть. Вроде все получилось. Дальше смотрите, что мы с вами делаем. Мы вводим иголку и выводим с вами на один ряд меньше от этого розового, да? Давайте. Вот наш розовый маркер. И выводим на один меньше. Пока тот маркер остается, да? Выводим ниточку. И теперь нам надо с вами будет вот так проложить ниточку. Вот сюда мы с вами маркер убираем, вводим. И снова же выводим там, где мы с вами только что вывели нить. В то же самое место. Угу. Смотрите, у меня здесь не очень видно, но если у вас мех, то вы возьмите вот так мех и как бы расчистите, сделайте такое как дорожку. И по этой дорожке мы уже с вами уложим наши ниточки. Вот. И надо их убираем. Хорошо вот так затягиваем. Смотрите. Затянули хорошо, хорошо. И теперь смотрите, что мы делаем. Там, где у нас будет носик, да, мы вводим и выводим, но опять же, просто в холофайбер сюда. И затягиваем. Оп, как бы для носика сделали. Да? Смотрите. Убираем. Вот этот маркер мы убираем. Не понадобится. Тут уже формируется красивая личико. Подтянули хорошо. Подтянули. Здесь, если надо, ворс вот так убрали иголочкой в одну сторону и иголочкой в другую сторону. Потом еще можно будет пройтись пуходерочкой. Так, ну и продолжим. Теперь мы будем формировать щечку. Нам понадобится с вами вот этот маркер и глазки. Смотрите, вводим нашу иглу вот в это отверстие. Помните, там, где у нас был вторая булавочка, от которой мы делали вот эту утяжку на носик. Мы вводим сюда иголку в это же отверстие. Ниточку выводим. Вводим иглу там, где у нас маркер с вами. Вот видите? Вводим. А выводим там, где глазик. Вот. Этот маркер уже можно убрать. И тоже куда-то не туда, видите, я попала, а мне все
получилось. Так. Стягиваем. И вот видите, у нас формируется такая как щечка, да? Нам надо ее хорошенько закрепить, эту щечку. Потому мы так хорошо подтягиваем и закрепляем. Да? Тут делаем через одну петлю, вводим и сюда же, откуда пришла у нас петля, выводим. Тут уже, да, смотрите, чтобы уже у нас там с вами много ниточек, поэтому выберите так, чтобы хорошо входила игла. О, видите. И подтягиваем хорошенько. И все равно нам надо еще раз закрепить. Видите, хорошо уже получается китюня. И еще раз мы делаем закреп. Тоже выберите, чтобы хорошо входила игла. Еще один раз. О! Закрепляем хорошенько. Вот хорошенько мы с вами закрепили. Видите, какая мордочка формируется. И теперь эту же вводим в глазик. Тоже выберите место, так чтобы хорошо проходила игла. Выводим там, где у нас с вами глазик. Второй. Протягиваем нить. И немножко подтянули. Вот так. И сейчас делаем то же самое. Здесь что нам надо? Нам надо с этой точки вывести в свободное пространство, в холофайбер. Поэтому выбираем тоже так отверстие, чтобы иголка хорошо проходила между рядочком. Давайте. Угу. Выводим в холофайбер просто. Сейчас мы будем вот так придавливать, да? И что делаем снова? Нам надо вывести иглу, там, где губки у нас формируются, как мы с вами начинали делать. О, вот сюда. Видно? Хорошо видно. Вводим вот тут нитку, вывели. Так. Хорошо. И теперь вводим, где маркер слева у нас. Тоже. Ставьте так, чтобы между рядами, чтобы легче было. Сюда вставляем нитку, иголку, а выводим в отверстие, где глазики делали, да? Выбираем там, да, тоже вставляем иголочку между, если получится, рядов. Маркер убираем и иголку выводим. Так, тоже мне чуть-чуть сложнее. Так, выводим. Так, хорошо, подтягиваем. Видите, такая улыбочка у нас получится. Подтягиваем. Немножко ниточку я увеличу свою. Так, развернем вязание. Мордочку. И нам надо сделать закреп. Помните, тоже выберите здесь, чтобы иголка хорошо входила. Сюда выходим же. Сюда же. Угу. Так, у нас с вами все получится. О, хорошо. И еще один раз закрепим. Тут проверяем. Одинаковое количество. Одинаковое. Вроде как
Все, видите, здесь больше, здесь меньше. Что нам надо? Нам надо подтянуть вот эту мышцу, подтянуть, поэтому делаем еще один закреп. Повторяем то же самое, что мы с вами сделали. Просто сейчас хорошенько подтянем. Опа! Видите, чтобы у нас вот эти были примерно одинаковые. Щечки, губки, что хотите. Подтянули хорошо. Смотрим. Одинаковые. И закрепляем эту ниточку. Выводим просто в пространство. Сейчас мы выведем ее. Так, между рядов вроде бы. И выводим сюда, да. Вот тут сейчас самое сложное мне будет вывести ее. Да. Надо между выбрать между рядами, так чтобы... О, выбрала, хорошо входит. О, так, хорошо. Так, ну вот, сюда вывели. Так, и нам осталось с вами еще немножко вот так как бы утянуть глазки. Поэтому что мы делаем? Снова мы возвращаемся в глазик. Так, находим здесь такое отверстие между рядочками. Угу. Выводим. Так, здесь делаем на один выше и параллельно в глазик. Так, стягиваем. Здесь, соответственно, сейчас мы на одну ниже с вами протыкаем и выводим. Еще раз вот так подтягиваем. Угу. Смотрите, какое личико получается. И еще раз то же самое проделываем. На одну выше находим, чтобы хорошо ходила иголка параллельно. Входила, чтобы вам легче было потом вытаскивать ее. Опа. Сюда потом посадим глазки с ресничками. Так. И давайте еще раз последний. Я вот выбираю, чтобы было... Я попала в отверстие. Угу. Между рядочками. Сейчас параллельно. Ох, хорошо. О. Так, подтянула. Да? Смотрите, давайте смотрим, чтобы у нас ровненько. Одинаковое количество? Одинаковое. Примерно получается хорошая мордашка. Но если где-то что-то неровности будет, вы не переживайте. Это же творчество. И все, и выводим. Выбираем тоже, чтобы хоть бы вывести нам с вами эту ниточку между так, рядочками и выводим в свободное пространство. Видите, я постаралась между и не получилось, надо еще выбрать, чтобы иголочка легко входила, входит и выходит. Вот. Это будет тяжело. Вот. Так. О, все. Так. Готово. Эту ниточку мы просто закрепляем, как бы закрепляем, прошивая холофайбер. Ну, если так можно сказать. Хотя, я думаю, что лучше сделать
Вот просто вот так вывели сюда. Единственное, не захватывайте, мы сейчас будем с вами вязать. Не захватывайте там ряд. Первый. Опять вывели в свободное пространство. Ну, мы как бы просто делаем закреп с вами. Где уже ниточка у нас тут такая уже пожившая. Надо теперь ее хорошо, хоть иголку не сломать, вытащить. Обрежу тут, легче проходить будет. О. Так, ну все. Сейчас я просто ее куда-то вытяну. Так. Опа, просто вытянула, обрезала. Готово. Так, тут у нас потом посадятся глазки. Нам надо с вами продолжить. Можете еще взять пуходерочку и, ну, хорошо вот так еще как бы пройтись. Хотя потом, думаю, можно это будет сделать, когда мы с вами уже закончим. Что сейчас еще важно сделать? Так как мы с вами делали утяжки, у нас немножко, ну, холофайбер, да, то там сместился, то там сместился. Нам нужно добавить холофайбер. Хорошенько вот в эти бочки головки и проверить, чтобы, ну, она была как бы сформирована одинаково. Так что добавляем. Вот сюда я чуть-чуть немножко добавлю сейчас. В общем, посмотрите, вы же будете набивать сами. Может быть, где-то больше вы захватите холофайбера, где-то меньше. И поэтому уже сейчас мы так давайте добавим, и вы добавите. Мне сюда надо еще добавить, видите, чтобы более-менее, вот это видно, немножко как бы перекосилась, да, голова. Что для этого? Надо сюда добавить холофайбера. Хорошенько вот так добавить и сюда. И она будет как бы холофайбером немножко выровнять. Потому что, естественно, когда мы делали с вами утяжки, у нас немножко повело голову. Это нормально. А вот холофайбером сейчас мы с вами все вот сформировали. Хорошо. Так. Вот такое чудо. Без глаз смотрится странно, но будет все красиво. Будет все красиво. Тоже вот тут может быть вот эту мы с вами ниточку. Тут потом еще мы немножко, так, я ее немножко подтяну. И здесь вот так холофайбер тоже немножко как бы спушу. О, так красивая будет у нас кошечка. И мы должны продолжить с вами вязание, но нам надо ставить штифт. Штифт, не штифт, как он называется? В общем, нам надо сделать закрепление. Я делаю его пуговичное крепление. Для этого мне нужна пуговица. Было бы хорошо взять побольше. Так что, ну, для головы возьмите побольше. У меня просто сейчас нету. В 2 раза больше для головы. Для ручек, ножек подойдет. Я просто покажу вам принцип, как я делаю. Вы можете купить, они продаются готовые. Я делаю пуговичное. В общем,
берем с вами пуговицу, берем с вами проволоку. Я вот ее скрутила, чтобы она была достаточно жесткая. Потом смотрите, вот это углубление, это будет у нас внутрь, а вот здесь будет как бы такая гладкая поверхность. Что мы для этого берем? Мы вводим наискось вот так нашу проволоку и ее просто вывели. Вот такой штифт, как бы крепление у нас готово. Можете купить, они продаются готовые, просто две пластмасски соединяйте и все. И сейчас у нас остается с вами два, по-моему, ряда. Мы провяжем и сделаем закрепление. Мы вставляем, провязываем ряд, а потом уже можно будет хорошо начесать мордашку нашей кошечки и еще оформить глазки и связать ушки. Пока давайте продолжим. Если у вас больше штифт, то, естественно, сейчас вставьте. Я вставлю на следующем ряду, так что он у меня пока готов и остается в заготовке. Я беру свой крючок и продолжаю вязать. Наш маркер. Мы продолжим вязание. Оставляем маркер. 2 ряда у нас осталось, и стянем потом наше вязание. Смотрите, вы можете не вставлять штиф, вы можете просто потом пришить голову, если вам не обязательно, чтобы она поворачивалась. Показываю вам и такой вариант, а вы уже решите, какой лучше. Вот ручки хорошо на штифте, голова мне не очень нравится. Уже выберите вы, как вам вязать. Мы с вами приступаем к 27 ряду. И мы будем с вами вязать столбик без накида и убавка. Так продолжаем до конца ряда. Так, закончили. Дальше у меня будет 6 убавок. Я уберу, просто просчитаю. И потому что я здесь буду вставлять штифт. Так, ну и тут мне не очень удобно будет вам вязать на камеру, поэтому просто вам говорю, что сейчас вяжем 6 убавок подряд, да. Это последний наш ряд с вами вязания. Последняя убавка. Готово! И давайте просто сделаем соединительный столбик. Ниточку на всякий случай оставьте подлиннее. Может быть, вы захотите что-то пришить лучше. В общем, я делаю подлиннее. И закрепляю. Так. Готово. Хотите, можете добавить еще холофайбер. Я не буду, мне достаточно. Так,
Голова готова. Мы с вами ее связали. Нам надо ее вот так еще хорошенько пройтись, начесать. Давайте я это сделаю уже за кадром. Так. Тут у нас с вами пришьется голова, вставится, да? И вот такая у нас хорошая получится. Ну что, теперь давайте свяжем ушки. Кольцо амигуруми. И в кольцо амигуруми мы делаем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Кольцо мы затягиваем. Дальше. Второй ряд. Воздушная петля. Развернули. Вяжем 2 столбика. Первый, второй. И в последнюю петлю мы с вами вяжем прибавку. Воздушная петля. Развернули. Третий ряд, 3 столбика без накида, прибавка. Третий связали, делаем воздушную петлю, приступаем к 4-му ряду. Вяжем 4 столбика без накида, первый, второй, третий и 4-й. И в последнюю мы с вами вяжем прибавку. Прибавка, воздушная петля, разворачиваем 5 столбиков. Первый, второй, третий, 4-й, 5-й и в последнюю прибавка. Теперь снова воздушная петля, разворот, и 6-й ряд мы вяжем 6 столбиков без накида, первый, второй, третий, 4-й, 5-й и 6-й столбик без накида. И в последнюю петлю мы вяжем с вами прибавку. Воздушная петля, разворот, 7-й ряд. Мы вяжем 7 столбиков без накида и прибавка. Так ушки вяжутся очень легко и просто. Если вдруг вам покажется, что ушко слишком большое, сделайте на 1 ряд меньше вязания. Вот и все, и они будут более миниатюрными. Воздушная петля, 8-й ряд мы с вами вяжем просто 9 столбиков без накида. И это будет наш последний ряд. И в принципе ушко будет уже закончено. Вяжем до конца каждую петлю по столбику без накида. На этом заканчиваем. Отрезаем ниточку, оставляем подлиннее, потому что нам надо будет пришивать ушко. Таких мы вяжем 2 штучки. Я уже связала.
И нам осталось их только начесать. 2 штучки. Ну а пришьем мы уже ушки, ставим глазки, когда будем полностью собирать нашего котенка, потому что мы будем голову ввязывать в туловище, и это будет не очень удобно. Если вам понравился этот мастер-класс, и вы хотите продолжение, кошечки милые, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, какую ниточку вы выбрали, из какой вы будете вязать, какого цвета у вас будет кошечка. Мне очень интересно, спасибо, что вяжете со мной. Встретимся уже во второй части нашего мастер-класса. Вяжите с удовольствием, до новых встреч, пока-пока!